Здравствуйте, мои дорогие козероги! Таро прогноз сегодняшний для вас на 2026 год. Давайте посмотрим, что вас ожидает в 2026 году, к чему следует готовыми быть и что с вами произойдет. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, можете оставить сообщение под этим видео. Я буду знать, что я не зря записала этот расклад и что он вам пригодился, что он нашел отклик в ваших сердцах, в том, что происходит непосредственно в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим, козероги, что ожидает вас в 2026 году, который уже наступил, собственно, да, уже январь месяц. И расклад мы будем делать по месяцам, то есть начинаем с января и заканчиваем месяцем декабрем 2026 года. Каждую карту с вами детально разбираем. Итак, первая карта, карта января для козерогов, это карта четверка кубков. Четверка кубков — это в целом карта, которая говорит о, возможно, знаете, сожалении о том, что что-то вы, может быть, не смогли, не сделали в ближайшем прошлом, что-то не удалось так, как вам бы хотелось того, и, возможно, в январе месяце у вас есть такое вот сожаление или чувство апатии, связанное с этой неудачей. В целом она может показывать, что вы готовы здесь пробудиться, вы готовы выйти из апатии, если вы сможете воспользоваться каким-то предложением, которое вам выпадает в этот период времени. Возможно, вы здесь благодаря возможности посмотреть на вещи как-то иначе сможете принять какое-то хорошее предложение для вас, но вы все равно, знаете, находитесь здесь в состоянии такого поиска смысла, может быть, в духовных поисках. Возможно, вы здесь такую паузу берете для эмоционального восстановления. Можете здесь переоценивать какие-то вещи, переосмысливать ценности, приоритеты свои пересматривать, что для вас важно, что второстепенно. Но в целом будет небольшая такая эмоциональная усталость. Может быть, здесь много будет размышлений о предстоящих возможностях, которые у вас будут, и тех, что уже как-то не сработали, может быть, что-то не получилось сделать в ближайшем прошлом или в 2025 году вы думаете, что что-то вам не удалось, и смотрите с каким-то сожалением на то, что произошло накануне, может быть, в году, который предшествовал 2026 году. Четверка кубков еще в целом, она, знаете, называется карта лакшери, да, второй тотем. Она называется лакшери. Почему? Потому что пресыщение удовольствием, пресыщениями едой, может быть, какими-то пресыщения чем-то, вот чего-то сверх меры у вас может быть в январе месяце. Нужно быть осторожнее с перееданием, может быть, с избытком алкоголя. То есть нужно в целом быть вот здесь, чтобы не впадать в такое состояние уныния, может быть, или потом разочарования от того, что вы там нарушили свою диету, к примеру. Здесь нужно все-таки постараться себя, может быть, в чем-то где-то ограничить, потому что здесь, может быть, по четверке кубков чересчур каких-то удовольствий для вас. В целом, если мы говорим про отношения, то здесь может быть небольшая эмоциональная отстраненность у вас, может быть отношение такое к партнеру, знаете, как разочарование, может быть здесь меньше романтики, чем ранее, возможно, больше рутины, и это вас немножечко может тяготить. Если же говорить о том, что это какие-то новые отношения для одиноких козерогов, то здесь может быть новая возможность, но вы ее почему-то не рассматриваете. Если про работу, то опять-таки, возможно, у вас есть какое-то хорошее предложение, какая-то хорошая возможность, но вы ее можете не увидеть или упустить, потому что вам покажется, что она вам не нужна, то есть из-за безразличия или из-за невнимательности вы можете сожалеть потом, что упустили какую-то хорошую возможность о важном для вас предложение. Можете быть не совсем довольны своим материальным положением в январе месяце, даже если все не совсем плохо, но вы почему-то можете себя этим грузить вопросом денег. То есть вы как-то, знаете, потеряли энтузиазм касаемо денег здесь. Также, если про здоровье, допустим, сказать, то здесь может быть состояние уныния, депрессивное такое состояние, может быть истощение эмоциональное, и вам нужно просто эмоционально отдохнуть, восстановиться. Может быть, кто-то из вас пренебрегает
пренебрегает опять-таки своим здоровьем и откладывает визит к врачу. Если есть какие-то симптомы, которые требуют обращения к врачу, да, то следует все-таки обратиться. Здесь в целом может быть такое меланхоличное состояние или апатичное, но эти состояния опять-таки лучше не игнорировать и обращаться к специалисту, если в этом есть необходимость. Давайте посмотрим дальше, что же у вас дальше выпадает на месяц февраль. В феврале месяца карта дьявола, карта вашего знака дьявола. Это карта, ну, как я говорю, часто соблазнов, искушений, каких-то для вас, может быть, каких-то хороших возможностей, опять-таки, которых вы хотели, желали, сильно хотели, но во многом карта дьявола может и в негативе отыгрываться. В целом, карта по дьяволу, она может говорить о том, что вы в феврале месяце можете быть либо находиться в каких-то ограничениях или самоограничениях. Вот здесь марионетка такая изображена. Может быть, вас кто-то ограничивает в чем-то, у вас есть какие-то ментальные оковы, возможно. Или здесь какие-то могут быть моменты манипуляции, контроля или власти над другими людьми, которые вы проявляете. Также здесь может быть, опять-таки, я говорила уже, искушения, зависимости какие-то, может быть, нездоровые привычки, которые берут вверх, и вам сложно с ними справиться, опять-таки, да, как-то их погасить. Вы можете быть чересчур привязаны здесь к материальному и меньше обращать внимание на духовное, можете больше зациклены быть на деньгах, можете больше проявлять какие-то темные аспекты личности, возможно, так, и проявлять такие аспекты личности в отношениях с другими, соответственно. И если мы говорим про отношения, то это могут быть токсичные отношения, может быть созависимость или какая-то нездоровая одержимость партнера, может быть отношения, которые построены на страхе одиночества или страсть без любви, к примеру. А также здесь могут быть и отношения, которые держатся на привычке или на какой-то материальной выгоде, потому что я говорила, что материальное преобладает над духовным, то есть не истинных чувствах, а именно материальной составляющей. Для одиноких, да, здесь может быть встреча с каким-то очень интересным, страстным, возможно, партнером, но есть риск попасть в токсичные отношения и в какую-то деструктивную такую историю влипнуть. Поэтому нужно быть все-таки осторожнее. В деньгах, ну да, может быть такое какое-то состояние, где вы много времени уделяете именно карьере, прямо одержимы карьерой, одержимы деньгами. И, может быть, это несет ущерб другим сферам вашей жизни. Также здесь могут быть какие-то нечестные сделки, какие-то коррупционные схемы. Возможно, кто-то ради своей выгоды переступая через свою совесть, возможно, да. Поэтому главное, чтобы это были не вы. Обращайте внимание также, если вы имеете дело с деньгами, может быть, какие-то подписываете документы, контракты, перечитывайте по несколько раз, пересматривайте все детали перед тем, как соглашаться на что бы то ни было, потому что вы можете попасть в какую-то ловушку и потерять контроль над деньгами, да, а этого как бы здесь нежелательно. Опять-таки могут быть какие-то зависимости, если про здоровье, зависимости, какие-то моменты, связанные с любыми вредными привычками, может быть переедание, то есть что-то, от чего вы не можете отказаться, не можете остановиться, зная, что это вам вредит. И также здесь опять-таки могут быть какие-то моменты с тревожностью, с депрессией, может быть отсутствие самоконтроля, которое вредит вашему здоровью. И проблемы со здоровьем из-за этого, может быть какая-то психосоматика, может тоже о себе давать знать из-за внутренних конфликтов, которые здесь у вас могут происходить. Давайте посмотрим на следующую карту. Это уже весна, это март месяц. У вас здесь паж жезлов появляется. Это такая огненная стихия. Может речь идти про общение с огненным знаком зодиака. Это лев, овен или стрелец. Может быть младше вас, потому что все-таки паж. Паж — это обычно кто-то младший. По пажу жезлов здесь много в марте месяц энтузиазма, много такого запала, энергии, молодости, желания действовать и какое-то творческое вдохновение, которое у вас может присутствовать. Может быть, здесь прилив креативности у кого-то в работе, у кого-то новое начинание в виде старта новых проектов, каких-то идей, которые хочется реализовать. И в целом очень много страсти к новому. Вы готовы рисковать и использовать все свои возможности потенциальные,
перемены, которые у вас здесь будут. То есть вы готовы изучать, открывать что-то новое, какие-то новые возможности. Если про отношения, то это захватывающее знакомство, захватывающие новые отношения, основанные на страсти, на вдохновении. А для пар это такой хороший период отношений, который основан на такой искре и страсти, игривости, которая между вами здесь имеется. То есть какой-то очень-очень хороший для вас период, такой романтичный. Для работы, я уже говорила, очень много вдохновения, очень много каких-то, возможно, предложений о работе. Вы можете учиться чему-то здесь, как начало обучения или стажировки, что связано с вашей работой. Также здесь могут быть какие-то новости хорошие, которые касаются вашей работы или ваших денег. В целом нужно быть открытыми новым каким-то возможностям или новым предложениям. И у вас в целом физически такой прилив энергии, хорошее самочувствие здесь. Возможно, здесь очень активный образ жизни вы ведете, много двигаетесь, много у вас жизнерадостности, да, что очень хорошо отражается и на ментальном здоровье также. Дальше идет месяц апрель. Давайте посмотрим. В апреле шестерка жезлов, тоже такая победоносная карта, шестерка жезлов, карта успеха, карта победы и чувство, что вы лидер, что вы можете проявлять себя как лидер, и что вы находитесь в свете софит, как здесь изображено. Шестерка жезлов, она в целом показывает, что люди вами восхищаются вашими успехами, достижениями, восхищаются какой-то вашей победой, может быть, каким-то успехом. Вы здесь можете получить публичное одобрение, какие-то почести. Вы можете здесь проявить себя как лидер, вы можете быть примером для подражания у других людей, и вы сами чувствуете гордость за свои достижения. Вы понимаете, что вы таким образом двигаетесь вперед, растете, развиваетесь, и вы можете преодолевать легко здесь препятствия. То есть вы справляетесь с любыми трудностями, и опять-таки вызывает это все общественную поддержку у вас и какой-то такой всплеск, собственно, как оваций. Она здесь на сцене выступает, что вам очень многое здесь удается. Какие-то победы в любом случае в карьере, это карьерный успех, какие-то профессиональные достижения, может быть, успешное завершение важного проекта или публичное признание ваших заслуг, ваших профессиональных достижений, может быть, прибыльные инвестиции или получение премии, получение бонуса за хорошую работу, потому что вас выделили из толпы, что вы лучше выполнили какую-то работу. Если про отношения, то одинокие здесь могут встретить человека, который будет восхищаться вами, или вы можете победить над соперниками в борьбе за чье-то сердце, если вы, допустим, в каких-нибудь отношениях, где, как любовный треугольник, то вы выйдете победителем, вас выберут из этого любовного треугольника, этот человек, и, собственно, с вами будет строить отношения. То есть в любом случае успех. Если говорить про отношения в паре, то здесь будет такое взаимное уважение, здесь ситуация, когда партнеры гордятся друг другом, потому что вы друг друга стоите. Возможно, здесь какое-то публичное объявление о ваших отношениях. Там вас представляют родственникам или друзьям. Может быть, здесь как-то говорят о том, что вы там жених или невеста будущем, то есть как-то вас выделяют уже и какое-то место дают в своей жизни, вашей персоне вам. То есть в целом хорошая карта и для преодоления кризиса в отношениях, выхода на более новый тоже уровень взаимопонимания, тоже хорошая карта, соответственно. И для здоровья, для выздоровления, для успешного лечения, для, для успеха во всем. То есть неважно, какое это вмешательство в здоровье, все будет достаточно хорошо. Если необходимо какое-то вмешательство, оно будет успешным, а если нет, то здесь просто хорошее самочувствие, здесь такой позитивный настрой, здесь оптимизм, здесь уверенность в себе, и здесь хорошая самооценка, она очень хорошая у вас действительно, то есть точно здесь нет ни тревожности, никакой ни депрессии, вы здесь готовы заявлять миру о себе. Дальше идет карта, которая у вас на май месяц, соответственно, готовится, и это тройка мечей. Давайте разбираться, почему тройка мечей у козерогов. Не люблю я эту карту, она, собственно, здесь изображает разбитое сердце,
Давайте подумаем, почему она здесь у вас выпала и что она может у вас означать. Почему именно тройка мечей? Почему разбитое сердце? Тройка мечей в апреле месяце, она, знаете, здесь может говорить о какой-то неприятности, о какой-то потере, может быть, вашем эмоциональном страдании, да, которое вы проживаете, такая вот ситуация, может быть, предательство чьего-то, или какой-то обман, или нарушение доверия в отношении какого-то человека. Может быть, крах какой-то иллюзии, в которую вы верили, что вот в мае месяце что-то осуществится, но не получилось. То есть здесь какая-то вот ситуация, где вы почувствуете возможность себя несколько одинокими или узнаете болезненную правду и осознаете реальность, вам это будет, возможно, неприятно. То есть в отношениях эта карта может означать какой-то кризис. Возможно, здесь присутствует третье лицо, но не обязательно, то есть не накручивайте себя. Здесь может быть просто какие-то болезненные разговоры, какая-то неприятная правда, которую вы можете услышать. У кого-то освобождение от токсичных отношений. А здесь для одиноких может быть ситуация, где вы залечиваете свои былые раны и вряд ли находите кого-то нового, да, то есть для одиноких вряд ли. А для работы, такое тоже. Могут быть какие-то интриги, коварства людей, с которыми вы работаете. Может быть, вы теряете к ним доверие или вы как-то свою репутацию теряете. Могут быть какие-то проблемы финансовые или какие-то неудачные инвестиции, допустим. То есть в любом случае неприятность какая-то, которая здесь может произойти у вас на работе, допустим, если мы говорим про работу, или здесь могут быть, может быть, со здоровьем какие-то. То есть я не знаю, какая здесь сфера у кого отыграется. У кого-то какие-то проблемы со здоровьем просто, да, опять-таки, может проблемы с сердцем, как здесь изображено сердце, может быть какие-то психосоматические заболевания, может быть необходимость, все-таки мечи это что-то острое, может быть какое-то вмешательство хирургическое, не дай бог, но тем не менее, или какая-то острая боль, или какая-то травма, может быть и такое. То есть вам здесь лучше не игнорировать любые проблемы, которые у вас могут возникнуть, не физические, не эмоциональные. Вам здесь нужно эту ситуацию прожить достойно, понимая, что после черной полосы, да, обычно наступает белая, и темнее всего перед рассветом, поэтому, надо просто это прожить, эту ситуацию. Давайте дальше посмотрим на месяц июнь, начало лета. У вас двойка кубков, да? Замечательно. Двойка кубков, карта. Такие здесь переплетенные руки может показывать отношения для вас важные, дружеские или любовные, или важные какие-то ситуации, связанные с вашими детьми, у кого есть дети по двойке кубков, потому что это и карта ребенка в том числе. Козероги здесь в целом хорошая карта. И для любви это взаимные чувства, это какая-то романтика, эмоциональное соединение, единение. Может быть в дружбе какая-то глубокая связь или доверие, может быть примирение с кем-то, с кем вы в ссоре, может быть с кем вы в ссоре с апреля месяца, допустим, здесь может быть перемирие, прощение кого-то, может быть у вас просят прощения, допустим, да, и вы принимаете эти извинения. В работе здесь хорошие партнерские, гармоничные отношения и сотрудничество, может быть ощущение, что у вас общие цели, вы чувствуете взаимную поддержку со стороны, допустим, партнера, поэтому партнера по работе, да, то есть, может быть, вы подписываете выгодные контракты или начинаете сотрудничество с кем-то новым. Возможно, здесь какая-то взаимовыгодная сделка совершается. И здесь важно доверять и уважать в деловых отношениях людей, с которыми вы работаете. То есть успех может прийти через сотрудничество, а не через конкуренцию. И про любовь, про отношения тоже я уже говорила, либо взаимная любовь, а для одиноких это может быть встреча с таким человеком, с которым вы будете совместимы, и который будет для вас как родственная душа. То есть у вас такое мгновенное взаимопонимание возникает. Может быть, это начало новых отношений, которые имеют хороший потенциал стать долговременными, стать крепкими. А для тех, кто в ссоре, да, это может быть перемирие после конфликта. В здоровье здесь хорошая такая договоренность, если вы лечитесь, допустим, да, с вашим лечащим врачом, когда вы выполняете его рекомендации. Или здесь вы чувствуете поддержку ваших близких, ваших детей, если вам необходимо выздоравливать. То есть любовь здесь имеет целительную силу.
Вы чувствуете такую эмоциональную стабильность, чувствуете гармонию, внутреннюю гармонию и способность строить свое здоровье, да, свое здоровое такое состояние, собственно. И кто болеет, опять-таки, гармоничное здесь отношение такое и к себе, и к окружающим, оно способствует общему выздоровлению. Давайте дальше посмотрим на месяц июль, середина лета. Середина лета у вас 8 пентаклей. Здесь такая барышня, которая сидит за столом и работает над чем. То есть у кого-то середина лета — это отдых. Возможно, у козерогов будет здесь период, когда вы будете заняты какой-то работой, потому что 8 пентаклей, она чаще все-таки говорит о занятости, о деле, о том, что вы заняты какими-то вопросами, которые, не знаю, это ваша профессия, вы преданы этому делу, вы любите свою работу и методично, систематично выполняете работу, трудолюбиво, настойчиво, получаете за это вознаграждение определенное. Может быть, кто-то развивает свои навыки, профессионализм, может быть, едете на какие-то курсы, знаете, на какие-то семинары, на какие-то тренинги, обучаетесь чему-то, осваиваете еще новые знания, как ученик. А кто работает, здесь много внимания к деталям, к точности выполнения этих деталей. То есть в любом случае вы стремитесь к совершенству, чтобы качественно выполнить какую-то работу в вашей профессии. И именно это трудолюбие ваше, внимание и качество, оно приносит успех, соответственно, да. То есть здесь очень хорошая карта для работы и для тех, кто учится, для студентов тоже. Хотя это опять-таки июль месяц, но вы здесь как будто бы готовы чему-то учиться. Так, в отношениях, здесь период, когда, если вы в паре, то есть период необходимости такой работать над общими проблемами, может быть, лучше понять друг друга. Также для тех, кто, может быть, живет вместе с кем-то, съехался с кем-то, вместе жить только начали. Это построение совместного быта, это планирование будущего, может быть, для такого прочного фундамента этих отношений в дальнейшем. А для одиноких здесь может быть работа над собой, какое-то самосовершенствование для поиска в дальнейшем человека, которого вы хотели бы видеть своей второй половинкой. В здоровье тоже достаточно хороший такой методичный подход к вашему здоровью. То есть диета, может быть, правильный образ жизни, а здесь какие-то новые техники медитации, не знаю. То есть в любом случае хорошая карта для здоровья. Давайте посмотрим дальше. Месяц август для козерожков. Это карта императора, это карта Овна. И для кого-то это действительно может быть общение с человеком знака Овен. Для кого-то из козерогов это может быть ситуация, когда вы по карте император, может быть, общаетесь с таким человеком, это такой лидер по натуре, может быть, это мужчина, потому что карта больше мужская, хотя и женщины могут такой энергией обладать. Но вот здесь власть, здесь авторитет, здесь все, что касается необходимости и желания контролировать ситуацию, командовать, возможно. Здесь, если вы проявляете эти качества, то вы здесь очень логичны, очень рациональны в августе, вы хотите добиться успеха и реализовать все свои цели, может быть, проявляя эти амбиции, которые заложены в вас. Вы хотите материальной реализации ваших трудов и готовы дисциплинированно выполнять какие-то задачи. То есть вы очень контролируете все, следуете каким-то правилам, которые вы сами придумали себе, или которые есть общепринятые правила, да, или правила на работе. То есть вы здесь действуете по этим правилам, вы в этом порядке работаете, или в этой организации, в которой есть система определенная, иерархия. Либо общение, правда, с таким вот человеком, как отец, может быть, защитник ваш, или человек, который может каким-то образом оказать влияние на вас, на вашу жизнь, либо вы проявляете себя таким образом. Для здоровья очень хорошая карта, хорошего физического крепкого здоровья, но главное не перетруждаться, не утомляться, потому что вы можете чересчур себя перегружать этой ответственностью, и от этого может страдать именно вот как отдых ваш, потому что вы можете несбалансированно отдыхать, то есть больше работать, чем отдыхать. Поэтому нужно давать себе время и для отдыха, хоть вы достаточно выносливы здесь будете. В работе уже само собой понятно, что вы, проявляя вот такие качества здесь, и дисциплину, и планирование, добиваетесь своих результатов.
Вы действительно можете иметь очень хороший успех, вы можете здесь как-то думать о долгосрочной перспективе, вы можете здесь хорошие инвестиции делать, вы в целом здесь имеете хорошие результаты. Может быть, даже для запуска собственного бизнеса какие-то хорошие здесь задатки могут быть у вас. И если говорить про отношения, я уже говорила, может быть общение с таким вот человеком, может быть общение с таким серьезным, зрелым человеком, одинокие могут с кем-то таким познакомиться, человеком, который готов к серьезным отношениям, к браку, к семье, поэтому да, для одиноких хорошая карта. Для тех, кто в паре, здесь может быть серьезные отношения в паре, может быть помолвка, свадьба, переход на новый уровень, когда человек готов взять на себя ответственность как хозяин семьи, хозяин дома стать, или вы становитесь более ответственными, да, в этих отношениях. То есть здесь все, что о стабильности, о надежности в паре, в отношениях в паре. Давайте дальше посмотрим на сентябрь месяц для козерогов. Здесь верховная жрица, здесь тайны и секреты, которые могут быть у вас в сентябре месяце. Здесь, в принципе, кому-то из вас следует быть, ну, возможно, как бы более интуитивными. Может быть, вам здесь нужно будет прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Также вы здесь можете кто-то найти духовное просветление, кто-то может такую связь с подсознанием какую-то открыть, как здесь она с космосом, через сны, через какие-то символы, может быть, знаки, как вам кажется. Да? Также вы здесь можете узнать какую-то тайну, можете здесь узнать какие-то секреты, которые от вас были скрыты. Также и вы можете молчать, о чем-то не рассказывать до поры до времени. То есть такая мудрость в молчании, понимание, что молчание золото, да, нужно сосредоточиться и подумать о чем-то важном, и меньше рассказывать, меньше говорить, меньше, может быть, говорить, чтобы меньше слышали завистники какие-нибудь или недоброжелатели о ваших планах. То есть здесь, если говорить про работу, то нужно постараться здесь меньше финансовых вопросах, особенно, да, меньше рассказывать, разглашать какие-то свои финансовые вопросы, финансовые дела другим людям. То есть держать больше планов в тайне, в секрете и никому их не доверять, какие-то детали вашей работы. В целом здесь очень много, ну, знаете, как какой-то возможности собрать информацию, изучить какую-то ситуацию перед тем, как принимать важные решения. Опять-таки, если речь идет о работе. Если отношения, то, знаете, люди одинокие здесь, скорее всего, займут период ожидания, а люди, которые в паре, да, то они будут стараться доверять больше своей интуиции, возможно, они будут больше прислушиваться к своему внутреннему голосу. Возможно, здесь нужно будет не обо всем, опять-таки, рассказывать своему партнеру. Может быть, здесь есть необходимость, ну, о чем-то умолчать, что-то не рассказать. Вот не знаю, как будто бы лучше, да, что, о чем-то не сказать, что-то не говорить, чтобы не создать какой-то конфликт, допустим, лишний или еще что-нибудь такое. В любом случае здесь можно говорить о глубокой связи между партнерами. Это такие отношения, которые очень важные для вас, где вы понимаете друг друга уже даже с одного взгляда. И здесь есть такая очень сильная духовная, эмоциональная близость. А в принципе, если говорить о том же здоровье, то здесь может быть и важные вопросы, связанные с репродуктивной системой. Здесь можно говорить также, что вы и о беременности думаете, если женщина смотрит, или вы можете здесь иметь необходимость обратить внимание на свое женское здоровье. Но также и на психическое здоровье тоже оно по верховной жрице может иметь важное значение. Да, то есть нужно обратить на это внимание. Возможно, здесь нужно постараться быть более спокойными, более терпеливыми, более сдержанными. Для кого-то здесь хорошим выходом будет медитация или йога, или какие-то другие практики, которые немножечко вас успокоят. Но это то, что вам здесь может быть, опять-таки, во благо, то есть нужным. Да? Дальше идет карта у нас на месяц октябрь. Хорошая карта. Первая в старших арканах, да, это карта мага или волшебника, ее еще называют. Карта мага, она сама по себе самая, наверное, замечательная, ну,
или не самая, но одна из самых, она может обо всем говорить, да, но она в целом о манифестации чего-то нового, то есть воплотить идею в реальность, сотворить свою желаемую действительность своими руками. То есть у вас много силы воли, у вас много здесь целеустремленности, решительности в том, чтобы достичь цели, вы концентрируете свое внимание на вашей цели, вы очень инициативны, вы готовы начинать новые проекты, может быть, брать ответственность за что-то на работе касаемо новых каких-то проектов, вы готовы здесь коммуницировать с другими людьми, готовы убеждать в чем-то или обучать чему-то, какие-то знания передавать, как учитель выступать, да, но в целом вы очень уверены в своей силе, вы очень харизматичны, вы готовы, знаете, как будто бы здесь использовать очень хорошо свои таланты, очень хорошо использовать свое мастерство. Вы здесь готовы к какой-то трансформации и изменениям, которые могут у вас происходить, соответственно, да, внутри вас. Поэтому для работы очень хорошая карта. У вас есть все необходимые навыки, все необходимые знания и ресурсы для достижения ваших профессиональных целей. Возможно, для кого-то это начало собственного бизнеса или продвижение по карьерной лестнице, а может быть реализации своих проектов амбициозных. Карта очень хорошая. Вы можете здесь и привлекать инвесторов, или привлекать клиентов, создавать какую-то хорошую вот такую ситуацию прибыльную на работе. То есть вы здесь действительно готовы открыть все двери, и у вас может быть такое значительное улучшение материального положения. И в плане здоровья тоже, да, то есть здесь очень хорошая такая карта физического, эмоционального, ментального, духовного здоровья, потому что вы здесь очень позитивно настроены. Главное не перегружать себя умственной работой и находить время для отдыха. А для отношений, если это отношения, да, в паре, то здесь может быть переход тоже на новый уровень. Это период, когда вы очень много разговариваете друг с другом, когда вы выражаете честно свои чувства, когда вы совместно обсуждаете ваше будущее. Это карта, которая говорит о том, что, может быть, здесь кто-то получает предложение руки и сердца, или да, какие-то иные договоренности у вас могут в паре возникнуть. Но опять-таки для одиноких здесь может быть очень хорошим временем для того, чтобы использовать свою харизму, свою привлекательность, для того, чтобы привлечь такого партнера, который вам подходит, потому что вы здесь готовы создавать гармоничный союз, вы здесь эмоционально, интеллектуально, духовно и физически готовы к новым отношениям, да, то есть есть такой магнетизм у вас, магнетическая привлекательность, которая притягивает других людей. Давайте посмотрим на месяц ноябрь для козерогов, двойка пентаклей, такие вот колебания по двойке пентаклей, попытка разобраться, что главнее, что второстепеннее, возможно, потому что по двойке пентаклей у вас будет ситуация, где нужно будет либо принимать решение, делать выбор, один из двух вариантов, либо взвешивать какие-то варианты здесь, что сначала сделать, что уже потом можно будет, да, что второстепенно. Это в целом карта баланса, то есть попытка держать равновесие и баланс между разными сферами жизни, чтобы успевать уделять время и работе, допустим, и отношениям, и также адаптивность ваша, способность быть гибкими и приспосабливаться к изменениям, способность выполнять много задач одновременно, может быть, управлять несколькими проектами одновременно, способность менять планы очень быстро, если в этом есть необходимость, и также позитивный настрой, который вы при этом при всем излучаете. То есть динамичные, активные. И если здесь речь о работе, допустим, то вы можете здесь постараться как-то планировать свой бюджет, то есть опять-таки баланс такой, стараетесь навести свой какой-то порядок в финансах, потому что здесь доходы и расходы могут значительно колебаться. Также здесь, возможно, вам нужно будет балансировать между основной работой и дополнительными проектами, может быть такое, то есть между несколькими источниками дохода, и вам нужно будет правильно расставлять приоритеты. Также вы можете здесь как будто бы несколькими обязанностями жонглировать, то есть вот как-то так, много работы выполнять.
В здоровье здесь, возможно, немножечко будет стресса, и потому что очень много работы, да, и какие-то колебания могут быть эмоциональные, потому что есть день хороший, хорошего самочувствия, день плохой, да, тяжелый, тяжелого самочувствия. То есть вам нужно будет адаптировать свой режим работы к потребностям вашего организма, чтобы вовремя отдыхать и не впадать в какие-то крайности, чтобы не перегружать себя и не загонять себя. И если в отношениях, то здесь как будто нужно найти баланс между личным пространством и совместным временем, между романтикой и между практической жизнью, то есть именно быту, то, что вы там в быту делаете. То есть нужно быть гибкими, нужно адаптироваться, уметь. Здесь, если вы одиноки, то здесь, скорее всего, может быть даже ситуация, где у вас есть несколько возможностей, и вам нужно выбрать одного из двух партнеров. То есть понять, какой вам больше подходит из двух, допустим, ухажеров, да, или двух каких-то кандидаток, если смотрят мужчины. В целом достаточно неплохая карта. И на конец года у вас на декабрь месяц выпадает 4 жезлов, семья, праздники, совместные мероприятия. Может быть, у кого-то из козерогов уже в декабре месяце дни рождения, в конце декабря. То есть 4 жезлов — это карта веселья, это карта каких-то совместных мероприятий, каких-то празднований. Да, это карта веселья, это карта радости, это карта каких-то ситуации, где вы встречаетесь с семьей, где для вас важен домашний уют и комфорт. Это может быть чувство стабильности у вас и безопасности, которое опять-таки дает вам ваша семья или ваш дом. Вы чувствуете гармонию и баланс, мир и согласие в том, что вас окружает. Поэтому в любви, в отношениях, да, это период стабильности и счастья. Это период, когда вы в паре чувствуете себя в безопасности, когда вы вместе строите будущее. Может быть, отмечаете годовщину или достижение какой-то своей совместной цели, или опять-таки у вас день рождения, или у вашего партнера день рождения. Также здесь может быть знакомство с семьей партнера, когда вас представляют как будущего мужа или будущую жену. Для кого-то из вас здесь даже свадьба, да, то есть может быть и такое. Для одиноких может быть встреча на каком-то семейном мероприятии или на свадьбе, да, на свадьбе друзей. То есть что-то такое связанное с празднованием. Вы можете там встретить свою вторую половинку. В работе, опять-таки, я говорила, финансовая стабильность, гармония, то есть все хорошо. А в здоровье тоже крепкое здоровье, может быть восстановление своего здоровья, и оно происходит достаточно хорошо, опять-таки в кругу семьи, в кругу близких, потому что вас поддерживают ваши любимые люди, и это способствует вашему общему благополучию. То есть хорошая карта. Может говорить о беременности, она может говорить о здоровой беременности, может быть даже каким-то праздником, которые связаны с родами, допустим. Опять-таки, когда вся семья собирается отмечать это событие. Итак, карты у вас в принципе хорошие. Меня только эта 3 мечей немножечко беспокоит. Может быть, начало года, да, то есть январь-февраль. Так, в целом у вас очень хорошие карты, козероги. Поэтому на этом я с вами сегодня прощаюсь. Всем желаю всего самого-самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.